Всем привет, дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию пасхальное меню из 7 блюд для уютного праздничного стола. В этом меню я собрала все самое вкусное и душевное для Пасхи. От ароматной выпечки до сытного горячего и любимых салатов. Меню получилось очень гармоничным. Сочетание традиционных пасхальных блюд и простых, но невероятно вкусных рецептов, которые легко приготовить дома. Все продумано так, чтобы стол выглядел красиво, разнообразно и по-настоящему празднично. Готовлю замечательные куличи на быстром, можно сказать, ленивом дрожжевом тесте, без замеса. Куличи получаются красивые, высокие, очень вкусные, тесто сдобное, в нем много цукатов. Рецепт очень простой и получится у всех. Ароматизирую сахар, цедры апельсина и лимона. Хорошо перемешиваю и оставляю на 5 минут. В теплое молоко добавляю 2 столовые ложки сахара, всыпаю дрожжи, перемешиваю, оставляю на 5-7 минут. В миску выкладываю мягкое сливочное масло, всыпаю ароматный сахар, добавляю соль и 2 чайные ложки экстракта ванили. Хорошо перемешиваю венчиком. По одному добавляю яйца и каждый раз хорошо перемешиваю. В другую миску просеиваю муку, небольшую часть оставляю. В муку добавляю разрыхлитель для теста. Это секрет приготовления этого ленивого теста. Куличи получаются очень высокие и не опадают даже после того, как они остынут. Вливаю в муку подошедшие дрожжи и добавляю масло с яйцами и сахаром. Хорошо вымешиваю лопаткой. Добавляю всю оставшуюся муку. Для рецепта может понадобиться больше или меньше муки. У меня тесто получилось еще очень вязкое, и я дополнительно добавлю еще 50 граммов муки. Еще пару минут вымешиваю лопаткой. Тесто получается достаточно липкое. Смотрите консистенцию. Подбираю его со стенок. Закрываю пленкой и ставлю в теплое место примерно на 1 час. Изюм и клюкву заливаю апельсиновым соком, чтобы они стали мягче. У меня 4 формы для куличей. Диаметр 12 см, высота 10 см. Но я нарастила ее пергаментной бумагой до высоты 14 см. Бумагу смазала сливочным маслом. Изюм и клюкву переложила в сито и обсушиваю бумажным полотенцем. Соединяю все сухофрукты и цукаты. Присыпаю слегка мукой и перемешиваю. Тесто замечательно подошло. Руки я смазала растительным маслом, тесто слегка обминаю и добавляю цукаты. Вмешиваю их. И сейчас буду наполнять тестом формы. Тесто слегка округляю и выкладываю в форму. Заполняю ее примерно на 1/3. На каждую форму у меня получается примерно по 450 граммов теста. Закрываю все сверху пленкой и оставляю в теплом месте примерно на 1 час. Тесто великолепно подошло, и я отправляю куличи выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-40 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Формы ставлю на 2 снизу уровень, включен верх и низ духовки. Если куличи начнут слишком сильно подпекаться, прикрою их фольгой. Куличи испеклись. Проверяю готовность. Достаю из форм и остужаю на полотенцах бочком, так как пока они горячие, они очень нежные. И, конечно, украшайте куличи по своему вкусу. Я делаю очень простую сахарную глазурь. В сахарную пудру добавляю молоко и перемешиваю. Густоту корректируйте по своему вкусу. Но чтобы хорошо держались украшения из цукатов, лучше, чтобы глазурь была густая. Глазурь я еще прогреваю примерно в течение 15 секунд в микроволновке. Так она будет быстрее застывать.
Сверху все украшаю цукатами и орехами. Если глазурь начинает застывать, можно ее подогреть. Вот такие красивые и вкусные куличи получились. И по очень простому рецепту. Готовлю королевскую заварную творожную паску к светлому празднику Пасхи. Она очень нежная, ароматная и невероятно вкусная. Выкладываю в миску творог. Всыпаю сахар. Добавляю сметану, сливки, сливочное масло, яйца. Я готовлю много, так как у меня дома все любят эту творожную паску, и она хорошо хранится в холодильнике. Если для вас это большая порция, можете готовить половину. Из этого количества ингредиентов у меня получится 2 большие паски. Добавляю цедру апельсина, лимона и добавляю экстракт ванили. Пробиваю все погружным блендером до однородности. Перекладываю творожную массу в кастрюлю с толстым дном. Ставлю на плиту и на среднем огне при постоянном помешивании доведу массу до кипения, фактически до первых пузырей. По мере прогревания масса становится более жидкой. Попробуйте ее на вкус. Если нужно, можно добавить сахар. Пошли пузыри, снимаю кастрюлю с плиты и все оставляю остывать до комнатной температуры. Теперь в творожную массу добавляю промытые и обсушенные изюм, клюкву и другие цукаты. Предварительно замачивать их не надо. Перемешиваю. Теперь распределю все по формам. У меня есть несколько вариантов для форм. Можно использовать дуршлаг, стаканчик для попкорна с дырочками на дне, чтобы стекала влага, или новое кашпо для растений. Также снизу я сделала дырочки. Если у вас есть специальные формы, используйте их. Выстилаю внутри формы полотенцем или можно выстелить марлей в 2 слоя. Ставлю на тарелку и наполняю творожной массой. Разравниваю. Закрываю верх полотенцем, ставлю тарелку и сверху груз. В итоге у меня получаются 2 большие творожные паски. Размеры форм и все ингредиенты я укажу в описании к видео. Паски ставлю в холодильник примерно на сутки. Следите, чтобы вовремя сливать образовавшуюся жидкость в тарелках. Через сутки извлекаю паски из форм и украшаю цукатами и изюмом. Вы можете это делать по своему вкусу. Паски получаются красивые и очень вкусные. Приготовьте их к празднику Пасхи. Я хочу поделиться с вами рецептом вкуснейшей капусты по-корейски. Такую капусту продают на базаре, и она такая ароматная, красивая, желтенькая. Пройти мимо просто невозможно, так и хочется ее купить. Но на самом деле ее проще простого приготовить дома, и она будет еще вкуснее, еще лучше. Я в такую капусту добавляю еще много моркови, и получается сразу и морковка по-корейски, и капуста по-корейски. Для рецепта я использую вот такой большой качан капусты, вес примерно 800 кг. Капусту надо нарезать кубиками. Убираю кочерышку, разрезаю каждую четвертину еще на 3 части и режу вот такими кусочками. Не надо слишком мелко, но, конечно, вы сами выбирайте, как вам больше нравится. Кусочки, которые такие плотные, руками просто разъединяю, чтобы получились такие лепестки. И таким образом я режу всю капусту. Перекладываю в большую кастрюлю, так удобнее будет все перемешивать. Капусту солю. И теперь руками просто перемешиваю и раскрываю вот эти вот кусочки капусты, которые такие плотные, чтобы все хорошо просолилось. Капуста должна пустить сок. Таким образом капусту я оставляю полежать примерно минут на 30. Посмотрите, я вот буквально ее только перемешивала, она уже начала пускать сок.
Морковь натру на терке для корейской моркови. Вот такими полосками. Капуста постояла и пустила вот так уже много сока. Но я и не хочу слишком сильно ничего сейчас отжимать. Мне было важно, чтобы капусточка пустила сок. Сейчас сверху на капусту я выкладываю морковь. Морковь, конечно, добавляйте по своему вкусу, сколько хотите. Я люблю, когда в этой капусте много моркови. Получается сразу и морковь, и капуста по-корейски. Кстати, как сделать морковь по-корейски, у меня есть подробное видео на канале. Я оставлю ссылку в описании. Теперь на мелкой терке я натираю чеснок. Можно выдавить чеснок через пресс. Я использую много чеснока. Если не хотите, чтобы капуста была такая ядреная, можно использовать меньше. Но у меня в семье все любят чеснок, поэтому я использую довольно много. В мисочку всыпаю 1,5 столовые ложки сахара, добавляю 3 столовые ложки рисового уксуса. Конечно, уксус добавляйте по своему вкусу. У меня уксус рисовый 5%, он не слишком сильный. Конечно, можно использовать и яблочный, и столовый уксус. Перемешиваю, чтобы растворился сахар. Разотру в ступке чайную ложку с горкой семян кориандра. Именно семена дают очень приятный аромат. Сверху на чеснок насыпаю все специи. Кориандр. Также добавляю молотый кориандр. Добавляю паприку. 2 чайные ложки. Обязательно используем куркуму. Она придаст вот этот восхитительный цвет капусте. Немного хлопьев перца чили. Конечно, добавляйте их по своему вкусу. И черный перец. На сковородку наливаю 5 столовых ложек растительного масла. Хорошо его разогреваю, чтобы прямо пошел такой дымок. Масло очень горячее. Выливаю его сверху на специи, чеснок и морковь. Сразу немного перемешиваю. Аромат, конечно, сразу становится такой просто великолепный. Теперь я вливаю уксус с сахаром и хорошо все перемешиваю. Я сначала перемешаю немного ложкой, так как масло здесь сверху горячее. И теперь перемешаю руками. Посмотрите, какая красивая капуста получается, какая она желтенькая, а какой аромат. Теперь капусту я прижимаю, сверху накрываю тарелкой и отправляю в холодильник примерно на 12 часов. И завтра будет вкуснейшая капуста по-корейски. Капуста постояла у меня в холодильнике. За это время я ее несколько раз перемешивала, чтобы она хорошо пропиталась вся. Посмотрите, какая она красивая, какая желтенькая. А аромат – это просто что-то невероятное. Выглядит просто потрясающе. И как же это вкусно! Капуста полностью готова. Капусту надо хранить в герметичных контейнерах в холодильнике. Она может долго стоять. Но я уверена, что действительно долго эта капуста не простоит, потому что съедается она моментально. Готовим салат с пекинской капустой, редисом и огурцами. Пикантность и свежую нотку салату добавляет зеленое яблоко. Он очень вкусный и простой в приготовлении. Подготовлю все ингредиенты. Пекинскую капусту порежу соломкой. Также соломкой порежу огурец. Полукольцами режу редис. Порежу яблоко. Если хотите, можно с яблока срезать кожицу. Я этого не делаю. Удаляю сердцевину и режу яблоко средними дольками. Яблоко сразу сбрызну соком лайма, чтобы оно не темнело. Режу зеленый лук. Зеленую часть режу наискосок. И также мелко порежу петрушку. Добавляю в миску зелень. Всыпаю кукурузу. И теперь заправим салат. Отдельно заправку я делать не буду. Выдавливаю сок лайма. Добавляю примерно 1 чайную ложку сахара. Добавляю соль. Немного черного перца. Сушеный базилик.
И добавляю оливковое масло. Все перемешиваем, и салат готов. Какой он легкий, хрустящий. Это настоящий взрыв вкуса. Предлагаю сделать сальтисон ассорти из разных видов мяса. Это очень вкусно, просто и красиво. Для моего рецепта свиную рульку, ножку и язык я заранее замочила примерно на 1,5–2 часа. Хорошо помыла и почистила. И также я буду еще использовать куриное филе. Мясо выкладываю в большую кастрюлю, заливаю холодной водой и довожу все до кипения. Первую воду я сливаю. Мясо снова промываю, выкладываю в кастрюлю и заливаю чистой водой. Добавляю лук, лавровые листья, перец душистый, перец черный, семена кориандра и соль. Доведу все до кипения и на небольшом огне буду готовить до полной готовности мяса. Для свиной рульки понадобится примерно 4 часа, а вот куриное филе приготовится минут через 20. Язык буду варить примерно час или 1,5. Если будет образовываться пена, ее надо убрать. Куриное филе отварилось, достаю его из кастрюли. Язык также сварился, перекладываю его в миску с холодной водой, чтобы было легко почистить. Все, мясо готово. Язык я почистила и еще дополнительно проварила в мясном бульоне. Достаю все мясо на тарелку, оставляю немного остыть. Режу крупными кусками куриное филе, язык, перекладываю в миску. Рулька немного остыла, и я отделяю мясо от косточек и перекладываю его в миску. Надо это делать, пока мясо еще теплое. Бульон, в котором варилось мясо, получился очень насыщенным. Если у вас бульон не такой насыщенный, можно добавить в него немного желатина. Попробуйте бульон на вкус. Он должен быть чуть более соленый, чем обычно. Немного бульона отбираю в пиалу. И если надо, как раз сейчас добавьте сюда 1 чайную ложку желатина. Я не буду добавлять. Также я использую довольно много чеснока. Натираю его на мелкой терке. Добавляю зерна горчицы, немного перца и натру немного мускатного ореха. Добавляю бульон к мясу по необходимости. Хорошо перемешиваю. И теперь всю эту массу я выкладываю в пластиковые бутылки, у которых я срезала горлышко. Хорошо все прижимаю. И вливаю немного бульона. Закрываю бутылки пленкой и отправляю все в холодильник до полного застывания. Лучше поставить на ночь. Достаю сальтисон из бутылок. Получилось здорово. И, конечно, эта мясная закуска такая вкусная. И благодаря тому, что использовали разные виды мяса, в разрезе все смотрится очень красиво. Такой сальтисон прекрасно дополнит мясную тарелку. Предлагаю приготовить настоящую классику. Это фаршированные перцы в томатно-сливочном соусе. Блюдо очень вкусное, я уверена, оно нравится всем. Если использовать вот такие разноцветные перцы, смотрится это блюдо очень эффектно. До полуготовности отварю рис. Я его уже хорошо промыла. Заливаю водой, доведу до кипения и буду варить примерно 10 минут. Теперь сливаю воду, рис промываю. Оставляю в сите. Подготавливаю перцы. Удаляю хвостики, семена и перегородки. И также я буду фаршировать несколько штук цукини. Сделаю такие небольшие бочонки. Цукини разрезаю и удаляю сердцевину ложкой, но не до конца, чтобы было дно. Мелко режу чеснок. Средними кубиками режу лук.
На крупной терке натираю морковь. Разогреваю сковороду. Наливаю растительное масло. Отправляю обжариваться сначала чеснок, затем добавляю лук. Обжариваю до легкого золотистого цвета. И добавляю морковь и также кусочек сливочного масла. Тогда морковь будет еще вкуснее. Обжариваю ее до мягкости. Примерно 2/3 зажарки перекладываю в миску. Оставляю немного остыть. Затем добавляю рис. Выкладываю фарш ассорти. У меня свинина и говядина. Добавляю соль, черный перец, сушеный чеснок, паприку, сушеный базилик и петрушку. Конечно, используйте специи по своему вкусу. Хорошо все перемешиваю. Фарширую перцы и выкладываю их в большую кастрюлю с толстым дном. На дно я также налила немного растительного масла. Перцы начиняю фаршем плотно, хорошо прижимаю. И также фарширую цукини. Готовлю соус. Сковороду с оставшейся зажаркой поставила на плиту. Выливаю томаты в собственном соке и добавляю немного жирных сливок. Их можно заменить сметаной. Добавляю воду. Добавляю соль, черный перец, сахар, сушеный чеснок и паприку. Добавляю веточки тимьяна. Можно добавить и сушеный. Обязательно попробуйте соус на вкус. Соус закипел. Выливаю его в кастрюлю с перцами. Он должен их почти закрывать сверху. Если надо, можно добавить немного воды. Довожу все до кипения, закрываю крышкой и на небольшом огне готовлю перцы примерно 1 час. Все готово. Перцы очень ароматные и невероятно вкусные. Думаю, такое блюдо всем понравится. И оно такое красочное, особенно если использовать перцы разных цветов. Будем готовить самую сочную и ароматную курицу, запеченную вместе с гарниром, с картошкой, с луком, с грибами в духовке. Блюдо получается по-настоящему праздничное, а готовится быстро и очень просто. Все выложил на противень и отправил запекаться. В первую очередь подготовим курицу. У меня вот такая крупная тушка. Я ее хорошо помыла. Сейчас обсушу бумажными полотенцами. Не забывайте у курицы, точно так же, как и у утки, срезать вот здесь вот сальные железы, чтобы не было неприятного запаха. Натираю курицу солью, перцем и также я буду использовать паприку. Можно использовать любые специи, какие вы хотите. Но у меня сегодня настолько ароматные будут травы, я буду использовать фенхель, буду использовать розмарин, поэтому я не буду слишком много использовать каких-то специй. И немного паприки. Я подготовила противень, выстелила его фольгой и сверху пергаментной бумагой, так как в фольге очень часто прилипает и картофель, и курица. Переношу сюда курицу. Вовнутрь курицы я буду выкладывать фенхель, разрежу его пополам. Также буду добавлять 2 веточки розмарина и чеснок. Чеснок разрезаю пополам. Благодаря этим травкам курица получится очень ароматная, вкусная. Розмарин и чеснок. Чтобы курица выглядела более симпатично, я свяжу ножки шпагатом и подверну крылышки, чтобы они не обгорали. Для рецепта можно использовать любые овощи, какие вам нравятся. У меня вот здесь такие маленькие морковочки, 2 луковицы. Разрезаю их довольно крупно. Также у меня здесь вот такие 2 большие королевские вешенки. Также их буду запекать. Мы очень любим фенхель, поэтому я добавляю фенхель. Можно использовать вместо фенхеля сельдерей.
И, конечно, картофель. Также добавляю 2 зубчика чеснока, разрезаю их. Поливаю все оливковым маслом. Можно использовать любое растительное масло. Добавляю соль, черный перец и немного паприки. Сегодня никакие другие специи, кроме соли, перца и паприки, я не добавляю, как я уже говорила, так как у меня здесь очень ароматные травы. Хорошо все перемешиваю. Выкладываю все овощи вокруг курицы. Выглядит все очень красиво, празднично. И выкладываю веточки розмарина сверху. Здесь у меня мягкое сливочное масло. И этим маслом сверху смажу курицу. У нее будет красивая ароматная курочка. Остатки сливочного масла вот сюда промазываю на овощи. Сверху курочку еще немного присолю. И всю эту красоту я отправляю в хорошо разогретую до 190 градусов духовку, примерно на 1,5 часа. Конечно, вы смотрите по готовности курицы. Противень я ставлю на 2 снизу уровень. Включен верх и низ духовки. Если сверху курица начнет подпекаться, прикройте ее фольгой. Курочку я достала из духовки. Посмотрите, видите, сверху я сделала специально вот такую конструкцию из фольги, чтобы прикрыть грудку. Посмотрите, как вот надулась сверху вот эта кожица. Она такая хрустящая. Обязательно проверяем готовность. Все готово. Видите, идет такой прозрачный сок. Замечательно пропеклась. И получилась очень сочная. Можно дать ей время немного отдохнуть, хотя бы минут 10, и подавать к столу. Друзья, надеюсь, это меню вам понравилось. Готовьте с удовольствием, делитесь с близкими и создавайте свою атмосферу теплого праздника.